На этот раз мы решили дожать тему с прозрачным капотом до конца и получить идеальный результат, а также немного его затюнить. В общем, попытка номер 2 по созданию идеального прозрачного капота. Приятного просмотра. Итак, немного предыстории. В прошлый раз мы пытались сделать прозрачный капот из эпоксидки, но что-то пошло не так. В итоге наша двухсоставная матрица не выдержала такого объема, а именно 50 кг смолы, и немного раздулась. В итоге мы решили не исправлять кривую отливку, а укрепить матрицу и отлить уже правильный капот. Собственно, укреплением матрицы мы и занимаемся. В первую очередь снимаем старый герметик, который наносился для того, чтобы сделать герметичное соединение двух частей матрицы. В первую часть кладем болванку капота, которая делалась для создания формы, и закрываем второй составляющей. Кстати, именно ее и раздуло в прошлый раз. Для того, чтобы она приняла максимально правильную форму, стягиваем по всему периметру винтами, отверстие за отверстием. Следующим этапом шлифуем матрицу, для того, чтобы следующий слой смолы хорошенько схватился с поверхностью. Если говорить по науке, то для лучшей адгезии. По периметру все винты проклеиваем скотчем, для того, чтобы не заляпать их смолой. Основная проблема была в том, что большая площадь без ребер жесткости очень легко деформируется, что и случилось. Поэтому при помощи подручных материалов и клея создаем каркас, который окутаем стекломатом. Сперва разводим полиэфирную смолу, не путать с эпоксидной, и приступаем к работе. Пока вы наблюдаете за работой, хочу рассказать вам об одной крутой штуке, которая появилась еще летом 2020 года и моментально стала хитом. Это Mozabrick, бесконечный фотоконструктор. То есть из маленьких элементов конструктора 5 градаций цветов можно собрать любое фото в стиле пиксель-арт. А когда надоест, разобрать и собрать любую другую картинку. Делается это предельно просто, а результат гарантированно вызывает вау-эффект. Как это происходит? Покупаешь конструктор, заходишь на сайт, загружаешь фото и выбираешь понравившийся макет. Тут же получаешь на почту инструкцию по сборке, либо приступаешь к сборке по интерактивной инструкции сразу на сайте. И из 5 цветов собираешь любое изображение. Я сам с удовольствием собирал такую картинку в одном из предыдущих роликов и действительно остался в восторге. Ссылку на то видео оставлю в описании. Mozabrick.ru — это официальный сайт и интернет-магазин производителя. Производятся они, кстати, в России. Можно выбрать из двух размеров — S и L. Конструктор подходит для всех возрастов и любого пола, что делает его крутым подарком на любой случай. Тем более, что по моему промокоду вы получите скидку в 20%. Ссылку и промокод вы найдете в описании, а мы продолжаем. Также в прошлый раз выяснилось, что болтов по периметру оказалось маловато, и местами немного сочилась смола. Исправляем этот нюанс. На следующий день, когда смола высохла, имеем доработанную жесткую матрицу, правда тяжелее на несколько килограмм. Теперь уже можно готовиться к заливке, ко второй заливке. На герметик крепим литники, через них и будем лить смолу. Но перед тем, как собирать матрицу, надо заложить в нее петли и фиксатор замка капота. Его изготовлением и занят Андрей. Как вы видите, фиксатор сделан в виде логотипа Honda, а поскольку капот будет полностью прозрачный, эта мелочь здорово дополнит картинку.
Следующим этапом наносим разделительный воск, иначе капот придется ставить вместе с матрицей, что совсем не вписывается в наши планы. По всему периметру клеим двусторонний скотч. Он создаст границу, и в итоге герметик не попадет в матрицу и, как следствие, в заливку. Теперь осталось заложить все компоненты, и можно будет соединять две части. На следующий день герметик высох, и я развожу смолу. Для этих целей отлично подошел состав под названием Monolith 10 от Artline. Поскольку эта смола очень текучая и полимеризуется за 7 дней, все пузыри выходят самостоятельно. Еще один урок, который мы вынесли из прошлой заливки, так это то, что лить тонкой струйкой из ведра на протяжении 5 часов не очень удобно. Поэтому сечение шланга сделали потолще и соорудили вот такое крепление. Спустя 7 дней долгожданная распаковка. На этот раз вроде без сюрпризов, но станет ясней после шлифовки и финального лака. Под прошлым роликом с изготовлением капота было много вопросов, насколько же он прочный. Так вот, все для вас. Это, к слову, предыдущий бракованный капот. После того, как мы убедились, что отливка без косяков и кристально прозрачная, решили немного доработать капот и встроить в него небольшую неоновую надпись. Для этого кладем его на ЧПУ и вырезаем 3 буквы, так хорошо знакомые любителям японских авто – GDM. Следующим этапом в эти ниши кладем гибкий неон. Да, я знаю, что это по сути не неон, а простая лента в мягком рассеивателе, но называется она именно так – гибкий неон. Внутреннюю часть проклеиваем скотчем и по всему периметру герметим герметиком. Делаем небольшой бортик из герметика, для того, чтобы залить буквы смолой с запасом.
Спустя несколько дней, когда смола высохла, убираем все лишнее. В финале осталось покрыть капот лаком, накинуть на машину и оценить результат. Если вы досмотрели ролик до этого момента, значит вам интересна автотематика. Так вот, напоминаю, что мы запустили один интересный проект, в котором решили скрестить Bugatti с 21-й Волгой. К сожалению, его посмотрело меньше половины от общего количества подписчиков. Большая просьба помочь с его распространением. Ссылку оставлю в описании. Спасибо и добра от топора.